Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня видео по хвостушку. Получила я сегодня свой заказ, который ждала. Это вот такие вот фломастеры от Штабила. Pen 68 Arty. И у меня здесь их заявлено 65 штук. Из них 6 неоновых оттенков. Наверное, это вот эти, наверное, 6. Начну с чего. Была удивлена, заказывала на Озон. Всегда все было упаковано. Но фломастеры пришли вот в таком состоянии. Для меня это не критично. В том плане, что мне нужны фломастеры, а не коробка. Тем более, что у нас здесь никакая. Но все же, если бы особенно на подарок это было. Вот они пришли вот как есть. Отдали мужу заказ. И судя по тому, как выдрано, мне кажется, их вскрывали все-таки. Вот. Повторюсь, мне не принципиально, но все-таки есть вероятность, что если их, допустим, попробуем так открыть, вскрывали, есть вероятность, что они не будут по-нормальному писать. Давайте откроем. Если пользовались, да, там пробу. Ну, скорее всего, если вскрывали, то вскрывали, наверное, для того, чтобы попробовать, посмотреть, что там, какие они, да. Я так думаю. Очень хочется в это верить, потому что, ну, надеюсь, продавец не так их отправлял. Все-таки, но удивительно, почему без какого-либо пакета. Здесь, кстати, тоже вот, видите, вот в таком все состоянии. Шли тоже. Ну, то, что шли 9 дней, нормально, в принципе. Бывает и дольше идет что-то. Это как бы не проблема, но вот то, что вот видите, ее пытались открыть. Как минимум, как максимум открывали. Тянули. Ну и что? По самим фломастерам здесь никакого этого нет. Ячеек никаких. Выглядит это вот так. Все. Выглядит все вот так. Давайте наугад возьмем первый попавшийся. Я сделаю выкраску потом. Постараюсь там. И наугад. Тоненькие, аккуратные. Ну, пишут хорошо, кстати. Достаточно мягко. Достаточно ярко. Сами фломастеры вроде как не пострадали. Очень легкие, тоненькие. Так. Ну, вот так они выглядят. Ну, что здесь? Артикул 68-86. Ну, давайте попробуем ближайший к нему посмотреть. Это номер партии или все-таки фломастер? Так, ну да, 68. 88. Здесь 86. Ну, наверное, это номера фломастеров. Хочется в это верить. Пишут хорошо. По крайней мере, эти. По крайней мере, эти фломастеры пишут замечательно. Ну, я сейчас быстро сделаю для вас выкраску. И покажу вам всю уже выкраску всех фломастеров. Итак, продолжаем. Я сделала небольшую выкраску, надеюсь, вам видно. Этих фломастеров все пишут хорошо, замечательно. Вот они, все 6 неоновых. Ну, я думаю, в раскрасках неоновые фактически не нужны никогда. Ну, пусть будут, да. Очень понравилось, есть вот этот вот синий, индиго. Понравились эти максимально приближенные к телесным оттенки. Вот этот можно использовать, да, как телесный. Вот эти два. Очень понравился вот этот зеленый, чуть ли не черный. Очень редко он бывает, а тише по номерам в раскрасках он очень часто нужен. Мятный интересный цвет. В общем, вполне хорошая палитра. Ну, эти два отбрасываем, да, вот они. Мне понравились серые хорошие оттенки. Черный
Единственный, наверное, недостаток очень тоненький. Они не подойдут для больших площадей, будут полосить все-таки. Но в целом мне понравилось. Попробую еще пораскрашивать именно на иллюстрации где-нибудь. Минимально просвечивает. Ну, я бы сказала, даже чуть-чуть. Смотря где, тише, смотря где и как. Но в целом неплохо. В общем, я попробую сейчас, извиняюсь, что-нибудь раскрасить. Я вам покажу потом, как получилось. В целом я довольна, неплохие. Ну, упаковку я решила, что не буду беречь. Она мне не нужна, не интересна. Она неудобна для меня. Думаю пока, куда их сложить. Они очень сами все тоненькие, хорошие. Они шестигранные. Пишущий этот узел тонюсенький. Надеюсь, вам видно. В общем, пользоваться можно. И они пронумерованы все, что тоже важно и очень удобно. Поэтому и еще один такой момент. Они в целом соответствуют. Вот, допустим, вот этот, я надеюсь, вам видно, соответствует своим вот этим колпачкам, ну, футлярам, как назвать, корпус. В общем, соответствует цвет тому, что внутри. Плюс они пронумерованы. Не знаю, пока что большой надобности нет в том, чтобы делать выкраску, пронумеровать. Но в целом можно будет в будущем сделать и выкраску на днях. А пока мне все нравится, все устраивает. Буду раскрашивать, посмотрим, как они себя будут вести в раскрасках. Я, в общем-то, брала их больше из расчета на вот такие вот раскраски. И буду красить. Продолжаю свой влог. Я попробовала фломастеры новые. Пока определила их так, потому что пока я все не решила, где они у меня будут. И хочется все, в принципе, нормальные. Единственное, что, как я уже говорила, здесь, по-моему, 5 штук неоновых, 6 неоновых фломастеров. Они мне неоновые, ну, по крайней мере, часто точно не нужны. И я хотела их отсюда убрать. И, в принципе, если так убрать кучку, то еще больше места будет, да, как раз таки в сторону. Фломастеры, как я уже говорила, пронумерованы, но они, в общем-то, в принципе, соответствуют своему цвету на корпусе, поэтому можно и не номеровать, ну, кому как хочется, да, для выкраски. Заодно начала уже новую раскраску, одела обложки и начала, не удержалась, новую раскраску. И раскрасила вот такие вот замечательные подснежники, как раз таки новыми фломастерами. В основном раскрашивала так, как сказано было на подсказке. Цвета, которые были, эти номера. Ну, может, плюс-минус где-то не совсем выбирала, знаете, прям четко цвет в цвет. Или, допустим, здесь, может быть, посветлее должны были быть. Но мне так захотелось. По крайней мере, если смотреть на вот эту вот образец, картинку, все вроде бы похоже. Единственное, сами подснежники белые здесь на иллюстрации. И что еще? Розовый. Я, наверное, темноватый взяла. Все-таки розовый можно посветлее брать. Но в целом, чем мне нравится еще эта раскраска, основные цвета здесь, номера прописаны, а вы уже можете красить, как вам нравится. Это про раскраску, если фломастеры. Ну, понятное дело, как любые другие, они будут полосить. Я не сказать, что тут прям выверяла каждый штрих, чтобы, не дай бог, нигде не было линии. Я к этому спокойно отношусь. Понятное дело, они протекают. Все протекает. То есть для каких-то двухсторонних иллюстраций они не пойдут. Можете испортить соседнюю, ну, обратную сторону рисунок. Только для односторонних. Ну, в общем-то, собственно говоря, это что касается минусов фломастеров. Ну, а так, в целом, ничего плохого по ним не скажешь. Яркие, насыщенные, все хорошо пишут. Корпус соответствует цвету.
каждый фломастер пронумерован, вы можете сделать выкраску и их пронумеровать. И брать потом по выкраске. Я вот здесь чуть-чуть для себя делала именно цвета, подписала именно номера, чтобы брать. Хотя это тоже здесь не особо обязательно. Ну, наверное, из минусов еще самое, что большое, такой минус цена. В общем-то, можно крайолу 100 штук купить дешевле. Здесь 65. За 6500 это дорого. Крайола, по-моему, ну 4 выйдет 1000 плюс-минус за 100 штук и не протекают. Но это уже кому как нравится, кому как удобней. Ну и упаковка, если бы что-то было поинтереснее, у меня вот досталась она вся покоцанная, ну и не совсем это мне комфортно пользоваться той упаковкой, которая была. И я пока не придумала, в какой контейнер их разложить. Хотя в целом это мне не проблема, я могу отсюда их свободно достаю, раскладываю на столе и какой мне нужен цвет беру, раскрашиваю. Это тоже не проблема. В целом меня это устраивает. Так что пользоваться можно, покупать можно, если вас устраивает цена. И не принципиально, да, если для односторонних каких-то иллюстраций или для рисунков, то в целом фломастеры хорошо по себя ведут. Можно брать. И достаточно неплохая цветовая палитра, но я ее... Давайте еще раз. Я, правда, уже листочек весь испортила. Вот. Отличная палитра. Есть неплохие, можно как телесные использовать оттеночки. Вот они неоновые все. Но неоновые очень редко в раскрасках, по крайней мере, я использую, поэтому, не знаю, скорее всего, пока отложу в сторону. А так, очень даже неплохо. Ну, раскраску я говорила, очень здоровская на все случаи жизни. Так, что-то у меня белки задраться решили. По поводу точилки. Классная точилка, у нее здесь 5 режимов. Здесь она открывается, вы ее вытряхиваете, соответственно. Точит очень даже здорово. Я пыталась подточить, вот, допустим, 4. У меня была 4-й режим. Я подтачивала. Очень здорово точит. Кстати, хорошо, она острая достаточно. Ну и разные режимы заточки тоже очень важно. Порой даже необходимо. Карандаши, в общем-то, все без проблем поточились, что тоже здорово. Ну, опять же, цена, но в целом рекомендую. Я ее брала у Милы, поэтому стоит присмотреться. Карандаш не выгрызает, не портит. То есть мне очень нравится. Это самое главное. Что касается карандашей. Цветовая палитра здоровская. Мне очень она нравится. Цвета прям замечательные. Сейчас попробую найти саму палитру. Так, возвращаюсь. Нашла я выкраску. Делала выкраску такую вот небольшую. Цвета красивые, но, как видите, самые светлые их фактически даже не видно. Ну и наслаиваются они, конечно, плохо. Темные еще куда ни шло, светлые вообще не видно. Ну, опять же, я взяла обычную офисную бумагу. Может быть, на другой будет лучше, но 2, максимум 3 слоя, и то не очень хорошо. Дальше уже шлифует, эти блестит все. Он не будет хорошо наслаиваться. По поводу смешивать, мне кажется, тоже они не будут хорошо смешиваться. Я пробовала. У меня есть одна раскраска. Не совсем удачная там бумага. Очень гладкая. Они вообще не легли. Плохо ложились. Посмотрим. На другой бумаге буду пробовать раскрашивать. Но вот пока что, скажем так, не впечатлили. Любви не сложилось. Может быть, по номерам, вот как раз таки, знаете, где не нужно наслаивать, где не нужно ничего смешивать, а просто раскрашивать по номерам. Вот. Они подойдут хорошо к
кто раскрашивает карандашами, особенно диснеевские. Здесь как раз вот эта вот цветовая палитра, кожу раскрашивать особенно героев. Здесь они подойдут неплохо. В обычных раскрасках, вот видите, один слой. Давайте попробуем. Второй. Нет, дальше уже не хочет, уже не то. Они вроде бы елозишь. Дальше закатывает бумагу просто. В общем, скажем так, для диснеевских раскрасок они будут неплохи, но не более того. Цена достаточно, ну, скажем, в среднем. Недорого, не дешево. Для таких карандашей. Ну, надо не забывать, что это, в общем-то, детская серия. Детские карандаши непрофессиональные, поэтому требовать от них чего-то прям сверх, наверное, и не стоит. А дальше уже, как говорится, решать каждому самим. Будете вы их брать, не будете. Цвета, как я уже сказала, неплохие, но вот эти все светло-розовые, теплые такие, красивые, тоже еле-еле. Посмотрим, я еще не пробовала их в других раскрасках. Может быть, где-то себя получше поведут. Если где-то на какой-то бумаге они будут себя вести лучше, то я вам обязательно покажу, расскажу об этом. Ну, а пока вот такое, знаете, двоякое мнение об этих карандашиках. Поэтому тоже пока думаю. Вот так вот получился небольшой такой влог. Я уже, как вы поняли, начала красить. Хочу сегодня, вот видите, положила листочек. Хочу раскрасить вот эту вот, не знаю, как она правильно, пиксельная, да, по квадратикам иллюстрацию. Подозреваю, что здесь, но могу ошибаться. И мне понравилось здесь красить. Тем более этими фломастерами здесь в удовольствие раскрашивать. Они все односторонние, поэтому я так смело. На всякий случай подкладываю листочек, хотя даже без листка я пробовала первый рисунок красить. В общем-то, ничего не случилось. Не протекают они дальше уже одного листа. Ну, я во избежание каких-то курьезов решила, что мне не трудно, листик не мешает, поэтому подложила. Вот. Вот такой получился небольшой. Пробежались по фломастерам. Точилка советую. Здоровская, хорошо так точит, не выгрызает, не ломает, ничего не портит. Мне прям понравилось. Ну и комфортно, удобно. Плюс необычная такая. Вот. Раскраску тоже советую. Фломастеры, если для односторонних каких-то иллюстраций. Ну а карандаши, к сожалению, пока, к сожалению, не могу посоветовать. Мне кажется, не совсем это такой прям удачная покупка. Ну, мне хотелось потестировать, попробовать. Я попробовала, в общем-то, где-то как там ими красить можно. Не наслаивая, без каких-либо смешиваний, наслаиваний, теней. Чисто вот просто закрашивать, если в Диснее, то, я думаю, вполне себе подойдут. Спасибо, что были со мной, что посмотрели. Всем хорошего настроения. Совсем чуть-чуть до лета, до тепла. Ну и всем до следующих встреч. Пока-пока.